Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака Зодиака Телец на канале Таро Инспирационе. Таро-прогноз и старинный цыганский пасьянс. Ваша личная жизнь до конца года 2026. И я должна сказать, планетарные транзиты для нас создадут, можно назвать это классической путаницей или идеальным штормом. Вторая половина года принесет в нашу жизнь энергии новых желаний и новых горизонтов. Но еще и одновременно этот период связан с большой ретроградностью. Представьте только, 6 планет у нас окажутся в ретро-движении. И мы знаем, что ретро – это всегда какой-то дежавю, это возврат к прежним ситуациям или нерешенным вопросам. И это будет все необходимо для нас, для наведения порядка. Придется, видимо, несколько замедлиться, чтобы, словно оглянувшись назад, окончательно убедиться в правильности нашего выбора. Есть те вопросы, которые, возможно, не были решены прежде. Поэтому, мои дорогие, для вас, вот чем для тельцов, я бы еще сказала, близнецы попадают под такую категорию счастливчиков условно, а потому что у нас еще в ретро-движении окажется Венера и Меркурий, ваши планеты-управители. Если остальные игроки на небосклоне, да, так тоже очень важные судьбоносные планеты, которые нам приносят перемены: Плутон, Сатурн, Нептун, Уран. Вот представляете, все это в ретро-движении, то и ваши планеты-управители, они как раз накладываются вот на эту такую грандиозную ретроградность. Вот давайте и будем узнавать. Где-то мы говорим ретро-Венера, ваша планета-управитель. Этот период может стать именно связанным с возвращением бывших или экс. А ретро-Меркурий для нас как раз эту путаницу и создает, то, что я назвала. Поэтому какие-то нерешенные вопросы могут всплыть на поверхность, причем нас побуждая как-то окончательно с этим разобраться. Вот такие важные изменения. Сейчас мы узнаем, что нам скажут карты. Одно дело астрология, а другое дело... вот именно то, что нам как даются подсказки, может быть, поразмышлять или продумать альтернативные варианты развития событий. Мои дорогие, любимые тельцы, на пасьянсе с помощью старинного цыганского пасьянса давайте узнаем, какая прелюдия перемен. Наверное, что-то будет решаться. Гляньте, у вас солнышко сходится. Солнце – это выбор правильного направления. Где-то карта говорит: приготовься, телец, последующие 6-8 месяцев ты будешь решать уже, скорее всего, какие-то знакомые темы, словно закрывать какие-то гештальты, но это будет означать еще именно тот новый горизонт, который должен только войти в вашу жизнь. Это прелюдия, мы говорим, да, поэтому до конца года личная жизнь будет наполнена, как и важными решениями лично вашими. Но я не исключаю, тут ведь на нас оказывает влияние события, допустим, которые происходят в жизни людей, которые относятся к вашему окружению. Я не исключаю, что это могут быть еще те события, которые связаны вообще с чем-то более глобальным, то, что мы называем, например, то, что как обстановка, может быть, и непреодолимой силы. Вот смотрите, несмотря на прекрасное значение Солнца, выпадает череп. Череп – это не есть что-то материальное, это переживание. То есть есть, значит, какие-то темы непростые, по которым будет телец обдумывать, и так и эдак, хочется сказать. И от этого вы не уйдете. Выпадает крест, и это всегда судьбоносность момента. Давайте пойдем дальше, посмотрим, что нам еще и расскажут, и покажут карты пасьянса. С чем же будут связаны эти события? А вот вы можете, кстати, смотрите, череп и венок. Венок – это радость. Значит, какой-то вопрос, я так могу предположить, будет вот именно вибрирующим. Не то вправо, не то влево. Имеется в виду, не то так решится, не то, может быть, тельцы будут думать, сомневаться, что это возможно, в принципе, преодолеть. Или, может быть, спор у кого-то, да, или какая-то двойственная, да, ситуация, какой-то двойственный сюжет. Но в конечном-то итоге оно того стоит, хочется сказать. Ладно, то есть радость определенно будет. Причем, смотрите, это все происходит в таких энергиях спокойных, потому что крест у нас совпал, и еще у нас совпадает с вами свеча, спокойное течение жизни. Поэтому хоть и вопросы, может быть, сложные, да, я такое допускаю, но в то же время
это не есть, как, знаете, какое-то ускорение, или это не есть то, что в нашу жизнь буквально врывается внезапно. Явно тут что-то уже знакомое. Или нам, как пространство, вам, мои дорогие тельцы, дает возможность с чем-то окончательно разобраться, определиться. Очень добрые энергии идут в вашу жизнь. И, видимо, вот это значение Солнца нам сразу говорит о том, что да, ты, телец, приготовься, но у тебя очень судьбоносных моментов может быть много. Возможно, это то решение, которое вы примете, открывает горизонты, но мы не исключаем, да, что какую-то дверь в прошлое все-таки мы будем закрывать. Итак, что мы можем еще сложить на нашем пасьянсе? Напомню, что карты, которые расположены в крайних рядах по горизонтали и по вертикали, мы тоже можем складывать. И вот я смотрю, что же тут у вас еще совпадает. Вы знаете, у кого-то может совпасть такой момент. Пусть не для всех. Берите из нашего расклада лишь что откликается в вашем сердце, в вашей душе. Но есть такое вот значение, когда выпадает, например, крест и дерево, древко, да, у вас не выпала древка. Вот как раз могут решаться вопросы, поскольку если бы это совпало, то это вопросы одиночества. Так вот, у кого-то по части выхода из одиночества вот такие важные темы в личной жизни тоже могут стоять на кону, и от вас же потребуют, опять же, на что-то решиться, я бы сказала даже так. Возможно, это будет ситуация, поскольку все же переживания выпали. Есть о чем подумать, да? И так думали, и эдак думали, голову сломали, да? Ну, условно это я так говорю. Не вижу я у вас больше совпадений, пока я с вами говорила. Но явно какой-то сюжет вам судьба преподнесет, в котором вам придется принимать однозначные решения. Будьте, мои дорогие тельцы, готовы к этому. Вот такова прелюдия перемен. Ладно, давайте пойдем с вами дальше. И на колоде Ленорман у нас сегодня две колоды Чиро Маркетти. Первый вопрос. Что или кто появится неожиданно? Человек, может быть и проблема, или просто какая-то ситуация. Ну и, соответственно, что для тельцов прояснится до конца года в личной жизни? И что или кто спешит в вашу жизнь? Какие события уже стоят на пороге, можно сказать, на причале будущего? Для тех, кто в паре, вот давайте по основным трем категориям, для тех, кто в паре, для тех, кто один или одна, и в сложных отношениях достанем по одной карте. Итак, первая для тех, кто в союзах, и в принципе относительно все понятно, спокойно, ровно. Вторая позиция для тех, кто один или одна. Будет ли важная встреча, состоится ли, возможно, новое знакомство? Ну и, пожалуй, самое сложное, это третья позиция, это для тех, кто в сложных отношениях. Вот давайте будем с вами и узнавать. Так что же там для вас внезапно, неожиданно, что или кто появится? Ну, прям по этой карте, пусть оно появляется каждый день. Очень люблю эту карту в колоде Ленорман, одна из лучших, на мой взгляд, потому что рыба – это всегда богатый улов, и стало быть вопросы денег. Причем те вопросы, которые, я должна сказать, планетарно, я уже не останавливаюсь на деталях, для тельца именно финансовые вопросы, причем с разными такими подходами, могут стать ключевыми, именно финансовые, да, или какая-то материальная сфера жизни. Потому как это могут быть еще и такие темы, которые, пусть даже мы говорим хоть о личной жизни, но что-то связано с работой. Может быть, по теме даже партнерских отношений, да. И вы будете, то есть появится неожиданно, возможно, и вам придется соединять не один сюжет, а два. Когда есть заинтересованность и ваша личная, если мы говорим о чувствах или о вопросах семьи, пары, да, но тогда есть еще и те вопросы, которые могут быть связаны с документами, с решением финансовых вопросов. Может быть, это у кого-то вопросами по части кредитов, закрытия или наоборот взятия ипотеки, потому что, конечно, вот этот богатый улов вам дает возможность добрых энергий для себя, как можно больше плюсов именно в решении денежных тем осуществить. Но еще и второе значение у кого-то может быть связано, тем не менее, с домом или с местом проживания. Вот давайте так скажем, потому что рыбы, знак рыбы – это две рыбы, которые плывут в разные стороны.
И очень часто эта карта говорит о путешествиях. Соответствует королю бубен, кстати. И это где-то ваши энергии, ну, бубны мы говорим, или пентакли. Поэтому может быть конкретный человек, который вам оказывает содействие. Возможно, вы кому-то оказываете содействие, но тогда это именно взаимообмен какой-то. По этой карте у нас проходят и надежные люди. Может быть, это телец будет выстраивать, где-то фильтровать свое окружение, но появляется какая-то возможность, которую вы точно не захотите упустить, потому что она может быть у вас связана, мои дорогие тельцы, как и жизнью личной, вопросами дома или перемещений, да, вот все это где-то вместе соединяйте, но соединяет каждый по-своему, потому что мы все разные, расклад общий. Ну, наверное, даже если мы говорим об имуществе, все равно в конечном итоге мы можем свести к ценностям, да, каким-то конкретным. Давайте я узнаю, что это такое, с чем это связано. Но как будто есть ради чего стараться. А вы, как знаете, неожиданно получите какую-то весть или предложение от вашего человека. Здесь может совпадать и то, что будет где-то связано с темой ваших детей. Семерка кубков нам иногда говорит о том, что, ну, словно глаза у нас разбежались. Много, в хорошем смысле, есть много того, что вы захотите осуществить. Вот самое главное. Но вот из этого, может быть, много, вам придется выбрать что-то одно, мои дорогие. А ведь и правда, у кого-то решаться будет, не случайно выпадает аркан отшельника, я говорила, вопросы, которые именно выход из одиночества. Может быть, какая-то тема, я не исключаю, потому что все-таки мы с вами сказали, классическая путаница или идеальный шторм. Может быть, в сфере отношений, в сфере, знаете как, когда соединяется вот то, что я говорила, сразу несколько позиций и чувства, ну и прагматика. Вот вам придется какой-то вопрос явно решать. При этом, мои дорогие тельцы, надеяться где-то на себя, хотя нам карта говорит, что, ну, может быть, не на 100%, но может быть такой человек, который вам оказывает содействие. Это не значит, что он на себя берет всю ответственность за вас. Нет, ну, тельцы, наверное, скорее тельцы берут ответственность всю за всех. Ну, такое есть, присуще вашему знаку. Но есть и темы, которые именно вас касаются. За вас это решение никто не примет. Причем это решение мудрое какое-то должно быть. Не упустить, я бы сказала, какую-то возможность. Тут может вас что-то вдохновлять. Очень. Правда? Тут вопросы чувств, любимых людей. Могут встать на кону вопросы статуса. И у кого-то может, в зависимости от того, я бы сказала, какой у вас возраст, например, да, все же опять, мы все разные. Кто-то смотрит расклад, я знаю, что много вас таких, которые уже люди зрелые, более чем. И, может быть, ваша история именно личной жизни, она такова, что была семья, вы создаете новую семью, были прежние отношения, может быть, есть и дети, есть и взрослые, а у кого-то зарождается. Я даже сужу по вашим комментариям, уже новая история. Здесь тогда вам придется совмещать, может быть, некоторые вопросы нерешенные, или, может быть, было все решено, но какие-то нюансы возникнут с тем, что было когда-то прежде, и с тем, что будет вот именно теперь. Но это будет касаться то, чего вам хочется. Вот самое главное, вам этого будет хотеться. Так вот, тот сюжет, где вы видите продолжение или хотели бы его видеть, у вас ждите, так и ждите каких-то новостей, и в этой именно сфере будет необходимо вам принимать важные решения. Причем, смотрите, это будет с вашей позиции, наверное, много эмоций, а со стороны как оппонента. У кого-то это может совпадать банально с тем, как рыцарь мечей, когда вы получаете какой-то документ. Или при взаимодействии с конкретным человеком вам будет как объявлено, да, вот я могу сделать то-то и то-то, а уже выше головы не прыгну. Или пусть это будет ситуация у кого-то с банками связана, или с юриспруденцией, оформлением документов. Очень часто такое бывает, рыцарь мечей. Или когда визитеры какие-то в нашей жизни, да, появляются. Вот это тоже может быть элемент внезапности. Будьте к этому готовы. Когда нам нужно действовать и быстро, и холодной головой, вот именно принимать решение. Будьте к этому готовы. Для кого-то из вас, вот я говорила, перемещение по рыцарю мечей, мы вынуждены несколько скорректировать как и маршрут, так и график нашего передвижения. Иными словами, мы собирались сделать что-то одно, получаем новости, понимаем, нет. Вот это одно мы так немножечко
отодвигаем на потом, а именно включаемся в какую-то тему или задачу, потому что она не может быть отложена как раз на неопределенный срок. Два рыцаря. Здесь какая-то очень важная встреча у вас может быть, важное согласование, не исключаю, по документам, когда вам придется искать вот эту правду, да, или как работает закон, но все-таки я больше вижу, у вас есть взаимодействие. Пусть не на 100%, да, когда уже, ну как, все точки над «и» расставлены, но вот, видимо, их еще придется вам расставить. Но здесь будет для вас несколько неожиданно позиция конкретного человека, будьте к этому готовы. Или давайте обобщим, неважно, кто это будет, ваши дети, или если вы один или одна конкретная персона, от которой вот последует, да, как и новости, так и предложение какое-то. Но есть ваш интерес, и я бы сказала, тут не только интерес сочетается с личным, да, чувственным, а тут, скорее всего, это еще и сочетается с материальным интересом. Поэтому это очень интересное такое соединение может у вас быть. И вот давайте будем с вами узнавать, так а что же прояснится? Ну, по части общения тут могут проясняться некоторые позиции. Кстати, прояснится как получение, опять же, может быть, это как-то связано с первой позицией. Потому как по парку мы можем услышать какую-то новость, карта парк. Это всегда много людей и много информации. Это могут быть и новые контакты. Причем через новые контакты к вам как раз и приходят эти возможности. Или совершенно случайно вы слышите, что вы можете решить определенный вопрос, но вот именно в остроте момента, вот именно сейчас вам нужно к чему-то приступить. Или, может быть, или продумать. Будьте готовы. Вот будет как минимум, может и не один день, когда придется вам корректировать планы. Причем может это быть даже такая ситуация, когда столкнутся ваши интересы и еще какого-то человека. Я не могу сказать, что это столкнется что-то со знаком минус, но вам придется учитывать, что может осуществить или насколько может, кстати, помочь. По этой карте проходят люди, которые нам готовы вот как раз прийти на помощь. Причем в двух ситуациях. Или нам нужно закрыть какую-то финансовую брешь. Для тех, у кого сложно сейчас с финансами, значит, в вашем окружении будет тот человек, это точно, до конца года. Вы можете даже, ну, как не думать на кого-то, да, возможно, вам придется, вот если вы видите, что, да, подзастряли вы в каком-то вопросе, тогда вам придется вот это содействие найти в лице другого человека, и карта, по крайней мере, в моих раскладах говорит, телец, у тебя такой человек есть. Ну, а может быть, иногда проходят те люди, которые, знающие люди, которые были либо в подобных ситуациях, либо по роду службы, занятий, они знают, как правильно поступить. Да, тут есть какая-то прагматика у вас, мои дорогие. Вот вы как раз и проясняете запутанные истории окончательно. Две пентаклевые карты, это как раз пентакли мы говорим, да? Это ваша именно земная энергия. Вот то, что было, может быть, и как запутано, или то, что было в предположениях, на словах, вам придется прояснить на деле. Будьте к этому готовы. Но вам тут именно помогают надежные люди. Ну и сами вы себе тут тоже помогаете, поэтому инициатива, мои дорогие, должна все равно в какой-то мере исходить от вас. Что уже спешит в вашу жизнь, что на пороге? Мужчина. Мои дорогие мужчины, здесь, конечно, будет двояко. Это вы можете принимать решения, причем, хочется сказать, это что-то вам хочется осуществить именно. Или пусть это ваше желание, но вибрирующие энергии и потому, что Чиро-Маркетти прорисовал мужчину, который не определился, более того, он босиком изобразил этого мужчину, и это элемент уязвимости, не чувствует себя уверенным в чем-то. Возможно, это какой-то проект, но все-таки у нас личная жизнь и роза в руках. Роза – это символ любви. Поэтому для кого-то из вас, к примеру, для тех, кто в паре, это могут быть вопросы пары. И если мы говорим, что спешит вашу жизнь, вроде как нужно принимать решение, или вам определяться с чем-то придется, может быть, по части продолжения какой-то истории личной. Я не исключаю, для кого-то это может быть история, связана с детьми, взрослыми, с родственниками, с нерешенными вопросами, ну, кто знает, с теми вопросами, которые где-то
с дальней роднёй, все-таки расклад общий, да. У кого-то могут совпадать и вопросы наследства, кстати, я такое тоже не исключаю. И одновременно, ну, как вариант перемещения куда-то далеко. Вот что-то такое, то, что заставляет вроде задуматься, что-то как из прошлого, какой-то сюжет, он живет в вашей памяти, в вашем сознании. Может быть, и добавляет вот этой путаницы или какого-то эмоционального шторма. Поэтому и создается, вроде как, знаю, как поступить, но вот некоторые сомнения, все-таки они у вас будут присутствовать. Нужно мне в это ввязываться или нет? Ну, давайте так вот прям буквально скажем. И неважно, у кого-то отношения, а у кого-то будет касаться конкретной истории, которая может быть связана с финансами или юридическими документами. Это то, что по части мужчин. Мои дорогие девочки, здесь тогда, если мы говорим, что спешит в вашу жизнь или кто. Хотя я для мужчин тоже не исключаю, что, ну вот, к примеру даже, да, в виде, ну, к примеру, взрослых детей, да, и решение вопросов личной жизни детей, может быть, есть тоже какой-то сюжет, мы все разные, да, когда ваши чадо, даже взрослые, вот где-то обдумывает, продолжать или оформлять свои отношения. Я не исключаю, что вы тоже можете погрузиться, да, вот как в какой-то вопрос семейный. Но это, понятно, не для всех, поэтому, опять же, перекладывайте на себя. Но для вас-то, мои дорогие девочки, конкретно карта говорит мужчина, который раздумывает. И здесь, значит, есть какие-то нерешенные темы, как и для тех, кто в паре. Ну, сложные отношения тут понятно, да? Но и для тех, кто один или одна, какая-то прежняя история себе либо может напомнить, либо пусть это не будет даже связано с человеком, который сам по себе вот появился, материализовался. Но тогда это вы, мои дорогие девочки, будете анализировать какой-то прежний период, когда, может быть, и были отношения, но потом закончились ничем. С чем это связано, давайте? То есть все равно есть лицо противоположного пола, которое, ну, заполняет часть ваших мыслей. Итак, что же спешит вашу жизнь? Туз жезлов. Ожидайте от какого-то мужчины или вот именно по теме, да, которая связана именно с жизнью больше любви, мы говорим, да. Ожидайте сообщения, причем такого однозначного. Туз жезлов – это всегда карта шанса, но это то, что делит нашу жизнь на период до и после. И снова нам карты говорят, вот как по первой позиции, да, вроде бы есть и чувство, тут ведь тоже у вас выпадало королева кубков. Это карта любящего человека. Причем того человека, который может доходить до самоотречения. Может быть, и вопрос такой сложный, да? Если я на что-то соглашаюсь, словно я либо беру ответственность, либо где-то карта говорит тоже, до самоотречения доводить что-то нельзя. Вам придется, и не случайно материальная карта, вам придется что-то просчитать, невзирая на чувства. И карта рыбы будет говорить, придется тебе телец все равно соединять. Нет, тут, как знаете, чувства отдельно, а материальные вопросы отдельно. Будьте готовы к этому. Здесь все переплетается. Но очень часто по девятке пентаклей все-таки девятка. Это прелюдия перемен. Само по себе, по нумерологии, число вибрирующее. Поэтому где-то нам карты и говорят, может быть, для тебя, что спешит вашу жизнь. А вот спешат те вопросы, которые будут касаться и чувств, и денег одновременно. Но будет новость, видимо, в этой сфере жизни или каким-то образом событие, известие, предложение, у кого что, будет включать сразу и первое, и второе, и вам придется принимать однозначное решение. Вот давайте несколько поподробнее по категориям скажем. Для тех, кто один, нет, это у нас для тех, кто в паре, для тех, кто человек семейный, или просто у вас уже все в ваших отношениях понятно. Ну да, тут очень добрая карта выпадает, причем карта стабильности. У кого-то из вас вопросы напрямую жилья, дома, местонахождения. Иногда по этой карте еще и проходит, когда мы банально можем делать ремонт. Может быть, есть какие-то темы, которые связаны, ну, например, дети, да, взрослые решают уехать и жить самостоятельно. И тогда родители за них будут радоваться. То есть пришло время, словно вылететь из семейного гнезда, да.
ну или как построить уже собственное личное счастье. Но вообще должна сказать, даже не хочется доставать дополнительных карт, ну, наш сюжет предусматривает, поэтому мы раскроем несколько, но сама по себе карта, она более того, что стабильная, но она еще и говорит о том, что что-то вас будет радовать. Тут как раз запутанные истории, если таковые имеются, ну, будем реалистами, они как раз и проясняются. Правда, паж жезлов – это у нас пажи-вестники, и очень часто дети и выступают. Здесь у вас может быть решение, как и вашего ребенка, но обе карты могут свидетельствовать о том, что, к примеру, для тех, кто в паре, это вы. Именно в вашей паре, может быть, с вашим любимым человеком. Возможно, и с детьми задумайтесь о переезде. Или о возможной куда-то поездке для кого-то из вас может проиграться даже так, как новый какой-то проект. Бизнес, например, да, но я обобщаю, но, может быть, это личное творчество, личное дело, пассивный доход, например, семьи, да, или дополнительный доход, опять же, если мы говорим о работе на дому, потому что жезлы, дела, работа, бизнес, или, мои дорогие, оформление каких-то очень важных бумаг, документов нет, тут явно будет какая-то поездка или перемещение. У кого-то будут варианты, а давай мы поедем. Может быть, это дорога в разведку даже будет, да, поехать увидеть своими глазами или поговорить с нужными людьми, узнать, как работают в конкретной местности законы, что значит менталитет. Вот примерить вы будете примерять в вашей паре какую-то ситуацию, которая будет связана с вашим будущим, но это вот именно рождается в вашей паре. Желание что-то осуществить именно вместе. И тут будет тогда, может быть, шикарный тандем. Хотя я не исключаю, что вам, возможно, мои дорогие тельцы, придется, ну, для того, чтобы этот план или какая-то идея была осуществлена, перемещаться именно вам. У кого-то из вас будет важная встреча, если вы с вашим любимым человеком находитесь на расстоянии, да, ну, в силу разных причин. У кого-то могут совпадать вопросы, связанные с командировками. И, может быть, тут даже через командировки или когда для вас по работе решается вопрос, ну, это как не можем мы, к примеру, раскрыть свои таланты или не можем именно работать в определенной местности. Ну, может быть, есть к этому определенные предпосылки или ограничения. Все же меня смотрят люди из разных стран. Тогда вы будете инициатором рассмотреть какой-то новый вариант, который будет связан с перемещением. Ну, а ваша дрожайшая половина, скорее всего, она уже, ну, где-то рядом с вами, да, придется ей рассматривать дополнительно, уже как готовый вариант. Тогда инициатива в ваших руках. Вообще тут что-то очень интересное. Буду благодарна вашим комментариям. Не поленитесь, мои дорогие тельцы, черкнуть в конце года, что это такое у вас проигралось. Итак, для тех, кто один или одна, будет ли новое знакомство? Конечно, с картой «Ребенок» это и есть элемент новизны. А еще у нас это соответствует карта «Валету пик». А валет пик, я бы сказала, это какой-то, знаете, может быть, человек, который в тех энергиях, которые нам поначалу не нравятся. Почему не нравится? Потому что это вы люди надежные, а по валету пик идут люди такие с элементом взбалмошности, например. Или те люди, которые, может, и цепляют нас эмоционально, если посидим, подумаем, понимаем, ну, зацепить-то зацепило, а понадеяться-то невозможно. Давайте узнаем, будет ли новое знакомство. Иногда эта карта будет говорить, что ты можешь, телец, оказаться в каком-то новом месте, в новом качестве или при каких-то новых условиях. И тогда тоже может состояться новое знакомство. Будет ли новое знакомство? Королева жезлов. Здесь может быть, да, карта шанса. Причем тут может быть новое знакомство для вас, тельцы, когда именно оно начинается с решения либо деловых вопросов, либо вы отправляетесь в какие-то конторы, учреждения, либо вы находитесь на работе. И такое может состояться у кого-то даже с человеком, который моложе вас, и вас это заинтересует. У кого-то может проиграться конкретная персона, которая рождена все-таки королева жезлов, под знаком зодиака либо стихии огня, Овен, Лев, Стрелец, или имеет там асцендент. Это могут быть еще, если мы так немножко отойдем от астрологии, люди, которые находятся в других энергиях.
По королеве жезлов это могут быть те люди, которые самодостаточны. Здесь нам будут говорить еще и о том, что и телец будет подходить очень избирательно к новым знакомствам. Потому что, может быть, и человек заинтересовал, а вот, как я сказала, надежности вы не чувствуете. Будет ли новое знакомство? Но все-таки у нас пара. Где-то карты и говорят, посмотрите, король. Вроде бы сказали, да, новое. Элемент новизны как будто приходит на ваш порог или в вашу жизнь. И сама по себе туз пентаклей карта – это как начало. Кстати, говорят, не беги впереди паровоза, потому что, когда выпадает туз пентаклей, нам как нужно дать себе время, созреть словно, да? Так и человеку с чем-то определиться. Ну, может быть, хочет телец, желает быстрее все расставить по местам. Не совершайте этой ошибки, тут всему свое время. И вот эти две карты, король-королева, пары есть, мои дорогие, но люди разные энергии. Мы сейчас не будем говорить об астрологии, то я вполне могу допустить, что здесь может произойти какая-то важная встреча, причем, ну, вот как я говорила, человек не в ваших энергиях, поэтому что-то вам будет нравиться, что-то нет. Безусловно, встреча может произойти, но нужно быть внимательному или внимательной, если таки вы хотите познакомиться, потому что поначалу этот человек может вас и не вдохновлять, он может зацепить, хотя, может быть, у кого-то любовь с первого взгляда. Я бы так сказала, страстная любовь. Может быть, это и не от вас исходит, а от какого-то конкретного человека, тоже не исключаю. Но тогда ваши мысли, ваши энергии, они будут в каком-то другом ключе. Будьте к этому готовы, есть о чем подумать. Но мы спросили, может ли состояться? Да, может. Для тех, кто в сложных отношениях, какая-то запутанная история. Соответственно, да? Карта выбора, карта развилки. И карта нам показывает, да, как будто половину пути уже прошли. И вот теперь нужно делать выбор, направо или налево. Поэтому вы, для тех, у кого все сложно, видимо, до конца 2026 вы будете окончательно, может быть, вот какие-то трансформационные процессы проходить в вашей паре. И, конечно, тут у каждого по-своему. У кого-то это будет связана трансформация с тем, что вы как на новый уровень будете переводить ваши отношения. Ну, а у кого-то это будет что-то окончательно завершаться. Давайте дополнительные карты. Опять же, важная ваша энергия. И важность этих энергий в том, что решаете вы. По крайней мере, я не могу сказать, что последнее будет ваше слово, но оно будет весомое. И здесь не просто решение, а здесь будет еще и какая-то, опять же, финансовая ситуация во взаимосвязи. И знаете, тут может быть такой сюжет. Сложные отношения были именно потому, что вы либо не завершили какое-то юридическое, может быть, даже дело, пусть это касается отношений, или что-то не могли осуществить, потому что либо закон не позволял, либо, может быть, не были прописаны какие-то важные документы, не скреплены печатями или не скреплены подписями, да, обоюдно так, вот с двух сторон. Или какая-то была сбивчивая информация, или непонятная денежная ситуация, потому что по пятерке жезлов всегда информационный хаос. Так вот, первая карта короля Пентаклей будет говорить как раз о том, что вот вы какую-то путаницу вам придется устранить. Причем в голове у нас не должно быть путаницы, вам придется с чем-то окончательно разобраться. Так что же это в конечном итоге будет? Какие энергии идут в вашу жизнь? Карта сила. С одной стороны, что-то вас будет держать. Есть ваш интерес железно. С другой стороны, у кого-то может быть страстная любовь, мои дорогие. И если, опять же, со стороны мужчин это есть ваш интерес, может быть, это зависимая ситуация, я этого не исключаю, от конкретной женщины. Может быть, желание страстное быть с нею. Может, это и будет где-то вибрировать, как ваша мера ответственности. И вот ответственность с вашей позиции, она, ну, вам захочется вот именно на определенный процент.
или в каких-то рамках это осуществить. А с чем-то вы можете быть не согласны, и именно из-за этого это будет связано с тем, что вы, либо несколько подзастряли, либо вы понимаете, что если я сейчас решу или что-то подпишу, это как в поговорке: подписано пером, не вырубишь топором. То есть это будет на долгий срок. И поэтому вы будете тут что-то обдумывать и так, и эдак. Это правда. Почему и эдак? Потому что карта силы, иногда мы говорим о дипломатии. И вполне вероятно, вот то, что выпадало, кому-то придется добавить именно знаний юридических, может быть, консультироваться у юристов, адвокатов. Что будет, если вы согласитесь на один вариант, на второй, на третий? Пусть это будет с одним человеком связано, но есть какая-то у вас многоходовочка, мои дорогие мужчины, это железно. Для тех, конечно, у кого все понятно, да, тогда, значит, и сложных отношений стало быть нет. А для тех, у кого это есть, то тогда в запутанной истории придет время все расставить по местам. А для вас, мои дорогие девочки, здесь действительно может проигрываться конкретный человек, который именно желает, скорее всего, быть рядом с вами. Но он тоже с чем-то не определился. Вот видите, вы и какая-то персона, вы как зеркалите друг друга. Может быть, поэтому у вас до конца года и сложится какой-то сюжет, который будет напоминать идеальный шторм. Все ведь спокойное течение жизни, правда? Давайте вспомним то, что нам выпадало именно в картах пасьянса. Вот это солнышко, это символ ясности. Давайте мы совет для тельцов достанем такую карту. Дорогой телец, ты должен быть счастлив. Карта по максимуму нам говорит. Карта счастья, карта любви, карта взаимопонимания, взаимопомощи. Причем это не игра в одни ворота. Это когда и семья есть, когда и теплый, уютный дом. Поэтому для вас, тельцы, все важно. Видимо, до конца 2026 года будьте к этому готовы. Даже в тех вопросах, которые на сегодняшний день не решены, вам придется, как к финалу, привести то, что как пробуксовывало долгое время, или, может быть, определиться самой в тех отношениях, которые тоже где-то для вас были, какая-то как либо затянувшийся сюжет или история. Вот именно вам дает пространство с позиции желания вашего и с позиции желания другого человека правильно провзаимодействовать и отстроить совершенно новую, я бы сказала, стратегию и тактику на последующий период. Десятка кубков вам дает совет. Явно не про одиночество. Поэтому будьте к возможностям внимательны. Здесь для вас, наверное, все вот эти планетарные транзиты будут складывать условия, когда вот не только, с одной стороны, хлебом единым, но точно так же и не только чувствами вы можете жить. Вам придется именно вот эту взаимосвязь прокладывать, вполне вероятно, начиная с августа и до конца года. Чтобы было больше ясности, чтобы было для вас больше солнышка, больше счастья, больше взаимопонимания и надежных людей. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые тельцы, а я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы мне пишете искренние добрые комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал, читайте статьи на моем сайте, все ссылки в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.